О, я знаю, что можно посмотреть для разнообразия. Давайте так. Сюда. Дождь обосралась. Кстати, с дождем вообще пиздец какая-то странная хуйня. Типа, чё, блядь? Чё вообще происходит? Сейчас, минуточку. Где там его эта штука? Короче, телеканал «Дождь». Я думаю, многие знают, что это за телеканал такой. Они там все как бы против войны вроде, вся вот эта вот хуйня. Из России уехали, потому что их начали душить. И в один момент, просто не так давно, несколько дней назад, один из их ведущих в прямом эфире, если не ошибаюсь, заявил вот такую вот тему. У вас есть сведения, есть свидетельства о том, как проходит мобилизация, о том, как мобилизованные служат на фронте, отправляются на передовую обязательно. И вы хотите об этом рассказать, о проблемах в российской армии, отправляйте нам сообщение на почту army@tvrain.ru или пишите в наш телеграм-бот. Мы практически всем отвечаем, и многие из написанных историй на нашей почте и в телеграм-бот становятся опубликованным. Мы надеемся, что многим военнослужащим, в том числе, мы смогли помочь, например, с оснащением и с просто элементарными удобствами на фронте, потому что те истории, которые публиковались и рассказывались родственниками, ну, честно говоря, бросают в ужас. Ну, а мы вернемся. Вот, и после этого началась суета, короче говоря. И вон, ну, их начали обвинять в том, что они спонсируют армию РФ, оснащают, ну, как он и сказал, соответственно, оснащение, да, вот, чтобы комфортно им было там, как говорят некоторые, убивать людей, вот, и все, и после этого они такие, блядь, мы извиняемся, они уволили этого журналиста, они его уволили сразу. Сказали, что, типа, люди неправильно поняли, он неправильно сказал, вот, неправильно выразился, хотя хуй знает вообще, как можно было его неправильно выразиться. Короче, я не знаю, ситуация вообще какая-то ебанутая. Этот телеканал, который находится, если я не ошибаюсь, в Латвии, правительство Латвии оштрафовало на 10 тысяч евро этот телеканал, вот, и, по-моему, их даже хотят выгнать из страны теперь, после этого. Ты думаешь, он это на ходу придумывает? Он читает это с экрана. Так вопрос в том, что как вообще подобное попало в эфир. То есть, ну, предположим, даже они там занимаются подобными вещами, да? Как нахуй? Ты типа читаешь и не думаешь, что ли, что ты читаешь? А если ты не читаешь, ты не думаешь, что ты вообще говоришь? Не из-за этого оштрафовали, а из-за чего? Алло, там карта с Крымом была неправильной, дело в другом. Нет, в смысле, дело в другом. Предъявляют-то за этот момент. Причем вообще карта с Крымом. Их оштрафовали за то, что они российскую армию нашей назвали. А это что тогда такое? Дождь — это карманы оппозиционеры, путинский канал, чего непонятного. Уже столько было доказательств, а вы все схаваете. Подожди, если это путинский канал, то почему тогда их выгнали из России? Почему они тогда уехали из России? Почему тогда их признали иностранными агентами? Почему тогда им не давали работать в России? Почему тогда они сидят в Латвии? Почему тогда они работают там? Типа под прикрытием, что ли? Типа многоходовочка? Типа их специально признали иностранными агентами, послали нахуй, чтобы люди реально поверили в то, что они якобы оппозиция, чтобы по итогу они потом вот так вот в прямом эфире случайно спалились? Ебать хуйня, конечно, пиздец. Даже не знаю, что и сказать. Если это так, то это... А для чего? В таком случае, а для чего? Возможно, для того, чтобы оппозиционеры, люди с иной позицией, скажем так, смотрели телеканал вот этот вот, донатили им, а они эти деньги в итоге будут направлять в Россию. Так, что ли, получается? Я просто хуй знает вообще. Непонятная какая-то ситуация. Он не читал, а тянул время до соединения с гостем. Это известно. Угу. Нет. Спасибо большое за переподписочку. Туюта. Вот. И, соответственно, после этого... Где там эта хуйня?
Но вначале давайте вернемся к ситуации, которая... Ебать, 15 тысяч дизлайков, пиздец. Кстати, непосредственно телеканал «Дождь», мы об этом говорили и в дневном выпуске сегодня. Не защищай «Дождь». Так я не защищаю вообще, типа, я вообще не понимаю, как такое допустили. Об эфире вчерашнем, из-за которого сейчас очень много делается заявлений, об эфире моего коллеги Алексея Коростелева. И вы знаете, какие интерпретации предлагаются целым рядом. В России нет позиции, а я... Скажем, людей... Go видос Никоглай посмотрим, он еще ничего не выпустил. Считающих необходимым прокомментировать происходящее. Сейчас к эфиру подключается Тихон Дедко, главный редактор... Ты в США. Так они тоже не в России, блядь. Дождя, который, надеюсь, если у кого-то еще есть... Нет, так-то по факту нет оппозиции, естественно. Если говорить про Россию, они или все в тюрьме, или уже давно за границей. Так что да. Тут так как по факту, да. Хесус, привет, всех люблю. Новость. Сталкер 2 возвращается в Россию. В магазинах ДНС уже можно предзаказать Сталкер с русской озвучкой. Так что возрадуйтесь. 8 да? Реально? Твердый знак. Не слышал такую новость. Спасибо. Да ты еще, сука. Спасибо тебе большое за донат. На эти вопросы ответит. Тихон, тебе слово. Фаик? Привет. Да, приветствую. Привет. Во-первых, я извиняюсь, что я выхожу с улицы. Я нахожусь на мероприятии, чтобы... Почему не выложили в YouTube, где ты играешь в пуб-киллера? Как не выложили? А на канале записи Хетса нет, что ли, тоже? Нет, с каналом Хетса Стрим у меня будет отдельный разговор, скажем так. Потому что чел, что-то прям, совсем пиздец тормозит. Прям ебать как тормозит. Вот, и это, конечно, не круто, это вообще ненормально, бля, реально. Не было шумно, вышел на улицу. Во-вторых, я позволю себе занять, возможно, какую-то значительную часть эфирного времени, потому что, несомненно, эта история требует разъяснений, и разъяснений очень подробных. Значит, на Короче, в эфире телеканала «Дождь» наш ведущий Алексей Коростелев, который очень много лет работает на «Дожде», сказал фразу, которая уже много раз где звучала, фраза, что мы надеемся, что российским военным им поставят снаряжение, благодаря тому, что люди пишут на наш специальный ящик army@tvrain.tv. Это заявление приобрело абсолютно разный характер интерпретации. Где-то в Твиттере я читал уже, что телеканал «Дождь» занимается отправкой вооружений российской армии в Украину. Поэтому давайте я себе позволю свое выступление, так я его назову, начать с содержательной части. Содержательная часть заключается в следующем. Заебал свою политику, что с тобой стало, Хес? Господи, какие же идиоты, блядь. Я всю неделю в хорроры играл, решил уделить пару минут вот этой теме про «Дождь», потому что меня спросили, блядь. Что стало с такими, как ты, блядь, нелюди вы ебаные, блядь? Никогда. Сидят вне политики, блядь, вне политики, пока в жопу не выебут, и то, блядь, вне политики будут. Будут кайфовать, а бутылки в жопе, блядь, конченые, сука. Не планируют заниматься поставкой снаряжений, поставкой... сейчас я прошу прощения, у меня здесь звонок, сейчас я его уберу. Вот. Слышно меня, да? Да, тебя слышно прекрасно, и звонки тоже не мешают. Да. Итак, телеканал «Дождь» не занимался, не занимается и не планирует заниматься поставкой снаряжения, оснащения, вооружений, еды, чего бы то ни было еще российской армии на фронте или за пределами фронта. В равной степени телеканал «Дождь» не собирается этим заниматься и в отношении любой другой армии. Это просто не является функцией телеканала «Дождь». Телеканал «Дождь» — это медиа, и главная функция медиа, которую выполняет и телеканал «Дождь», является информирование людей о том, что происходит. В том числе для информирования нами была заведена почта army@tvrain.tv. Эту почту мы завели в середине сентября, когда была объявлена мобилизация. И мы, считая, что эта мобилизация является преступной, бессмысленной, мы призвали наших зрителей отправлять туда информацию о том, с чем сталкиваются они, о том, с какими нарушениями и прочим сталкиваются они. Зачем? Затем, чтобы как можно большее количество людей знало о преступном, безалаберном и человеконенавистническом характере этой преступной мобилизации и вследствие узнавания
преступности и безалаберности этой мобилизации, они бы, если они сомневаются, следует им идти в военкомат или нет, они этого не делали. В частности, значит, очень много писем мы получали следующего свойства. У меня категория такая-то, мне сказали прийти отметиться, и все будет... Короче, понятно. Ясно. Спасибо за информацию. Почему ведущий такой ляпнул вообще? Я не знаю. Хуй знает. Случайно получилось. Случайно. Как такое может быть случайно, непонятно. Это я вообще хз. Это я не знаю, блядь. Ну, видимо, такое происходит. Периодически у кого-то.